Привет, с вами Вилсаком, у меня на столе, как обычно, огромная куча техноништяков, например, Galaxy Note 8, но его мы с вами распакуем в следующем видео. В этом я хочу наконец-то добраться до Apple Watch Edition Series 2, который я купил за неделю до презентации 12 сентября, и вы спросите: Валя, зачем ты это сделал? А я сотворил эту дичь более чем сознательно, и сейчас расскажу почему. Поехали! Вы просили... Реально писали мне в Твиттер и на почту, и я вас услышал. Вилсаком и Папа Джонс продолжают акцию «Вторая пицца в подарок». Вводите промокод Вилсапапа на сайте, и происходит магия. Прилетает не одна, но две пиццы, и одна, причем бесплатно, в подарок. Вкусно, классно. Вы что, уже все сожрали? Надо еще заказать. Ссылка в описании. Apple Watch на рынке уже 3 года, и за это время понаходило столько версий, что реально черт ногу сломит. Вначале были алюминиевые, стальные, золотые, потом вышли Series 2 и параллельно Series 1. Алюминиевые стали золотыми. Появились еще всякие другие варианты типа с Nike. Появились теперь Series 3, которые могут быть как с сотовыми данными, так и без. И ты такой сидишь, думаешь, что вообще происходит? И вишенкой на торте являются керамические Edition за 100 тысяч рублей. И это, конечно, дохрена. Я их взял дешевле. Спасибо ребятам из biggeek.ru, которые подогрели меня вот этой штукой всего за 75 тысяч рублей. Вообще ни о чем. Это не вибратор, как могло показаться. Это на самом деле царь Powerbank, который, во-первых, имеет встроенный Lightning. Вы понимаете, встроенный. Его не надо как-то где-то искать, он всегда здесь. Зарядочку для Apple Watch. И единственный минус, причем это не просто зарядочка, она еще может вот так вот ставиться на ножечку. Часики положил, на ночь зарядил, красавчик. Единственный минус, что сам Powerbank заряжается от micro-USB. Делает его какая-то лютая китайская контора. И вообще вот эти зарядки стали появляться только, наверное, спустя пару лет, потому что Apple их лицензирует, и такие пауэрбанки стоят охренительно дорого. 5-6. Я видел Гриффин за 10, серьезно. Это охренительно дорого. Сами часы стоят сейчас 20-25, и пауэрбанк для них еще за 10. Apple, подумайтесь. Или вот еще классный аксессуар. Такой стоит где-то пятюню. Портативная зарядка всего на 900 мАч. Но посмотрите, насколько она няшная. Вы просто вешаете ее на ключи, например, и заряжаете свои Apple Watch, когда вам понадобится. Такая штука может зарядить их пару раз, соответственно, вам хватит их реально на неделю с запасом. И это круто. В свое время я покупал даже вот такую коробочку и делал про нее видос. Это тоже Powerbank, куда вы можете убрать часы и заряжать периодически, например, если берете с собой в поездку. В общем, как вы понимаете, аксессуаров за это время понавыходило достаточно много. Особо гашеные носят свои Apple Watch в чехлах. В чехлах часы. И вот тут мы подходим к самому интересному. У меня Apple Watch Series 2 алюминиевые, черные. Первые были просто классические алюминий, здесь черные. И я считаю, что это самый оптимальный вариант, потому что они доступные, потому что они не так царапаются, как стальные. Да, здесь не сапфировое стекло, да и хрен бы с ним. Это не те часы, которые вы передарите своим потомкам, и они их сохранят еще на 100 лет вперед. Это гаджет, который устаревает через 2-3 года, и им надо утилитарно пользоваться. Я иногда сам себе поражаюсь, из чертог разума какое-то слово возникает, а я даже не понимаю, что это, но оказалось, что здесь я его употребил более-менее правильно. Так вот, несмотря на то, что я ходил с этими часами, захотелось что-то нового. Вот как-то проснулся я утром, знаете, шел дождь, и было грустно, я думаю, давай-ка я куда-нибудь 75 тысяч потрачу. И я это сделал. Я накупил огромное количество ремешков. Причем вот этот мой любимый, знаете, что это? Это гейский ремешок. Pride. Я его приобрел в Apple Store. Вернее, как? Я его купил у ведущего России 24, Павел Кушелев есть такой. И он мне его перепродал, потому что он говорит, я его купил, угорел, а потом подумал, блин, я же с ним ходить не смогу. Меня же, наверное, примут не за того. Я говорю, слушай, а мне терять нечего. Меня уже за кого только не принимали. Давай. И я с ним гонял в Лос-Анджелесе во время, когда там был Pride. И это было очень смешно. Ты просто ходишь с этим ремешком, и это, как, знаете, ремешок силы. Для тебя открываются все двери. Ты все делаешь левой рукой с часами, с этим ремешком, и к тебе особое отношение. Тебя пропускают без очереди, делают скидки, и, короче, красота. Так что имейте в виду, поедете в Америку, будете с таким ремешком просто вообще как, во-первых, как местные, а во-вторых, у вас будут всякие преференции. Хэштег Валентин не такой, как все. Я тут подумал, что, наверное, многие, кто меня сейчас смотрит, не знают, что у меня есть жена, дети, и могут подумать, что это такой каминг-аут.
Рано еще, рано. На самом деле это видео будет вам полезно, если вы вдруг задумались купить себе Apple Watch Series 3. Хочу вас сразу обломать. Скорее всего, в России именно Seller-версия с LTE появится, в лучшем случае в 2018, потому что там используется цифровая симка, которая дублирует вашу основную, и в России это запрещено законом, и нет технического решения, наши операторы такое сделать не могут. Именно поэтому Series 3 у нас представлены в одном варианте алюминиевые, а Series 2 больше не продаются. Но вы еще можете купить Series 1 на первом чипе S1, который, очень дохлый. Вторые версии уже были на S2, двухъядерном, побыстрее. Сейчас используется W2 чип, еще более быстрый, все еще двухъядерный и так далее. Это все мелочи, которые Apple на своем сайте даже не указывает. Чтобы найти технические характеристики часов, мне пришлось углубиться в дебри интернета. То есть они думают так, часы выбирают точно не за количество миллиампер-часов и прочих странных характеристик. Но я уверен, что в магазинах Series 2 еще в большом количестве, и скорее всего их сейчас будут скидывать за приемлемый прайс, так что имейте в виду, можно себе выбрать. Коробочка отличается от того, что я привык видеть, потому что спортивные в таких длинных продаются, а здесь у нас практически, люхари. Все серьезно, ты покупаешь и понимаешь, что ты не просто носишь часы, а носишь электронные часы за 100 тысяч рублей. Серьезно? На самом деле упакованы они просто, знаете, я считаю, что сама упаковка это произведение искусства. Посмотрите, какая коробочка с яблочком, беленькая, такая прямо... Вот они часики, но о них чуть позже. Давайте отложим их в сторону и посмотрим, что там еще в коробочке идет в комплекте, потому что она такая тяжелая, что у меня есть четкое ощущение, что там напехано много всего. Это тот случай, когда распаковываешь продукт Apple, но здесь что-то интересное, что-то новое, потому что айфоны, они все, одинаковые. Итак, нас встречает гайд Apple Watch Edition, который рассказывает, как ими пользоваться, заряжать и так далее, если вы не знаете, на многих-многих языках, каких-то куча вариантов. И смотрите, что интересно, ремешок уже предустановлен. Если спортивные, вам нужно еще их там напехать все, и там идет большой ремешок, то здесь у нас, соответственно, маленький, и это удобно. Версия с спортивным ремешком, цвет у него какой-то специфический, то есть это не белый, не серый, какой-то фиг поймешь какой. Я думаю, что я его поменяю. И смотрите, ты опять же понимаешь, что ты купил серьезный аппарат, потому что здесь вложена книжечка на очень-очень дорогой бумаге, на которой написано Apple Watch Edition. И что же мы найдем в этой книжечке? Мы найдем фотографии часов. На самом деле это похоже, знаете, артбука. Здесь вот есть картинки, из чего это делается, как выглядит необработанная керамика и так далее. На самом деле прикольно. Не прикольно то, что мне не положили сюда наклеечки. Apple, что за фигня? Можно класть наклеечки к часам. Это нормально. Кладите наклеечки везде. В комплекте идет док-станция, которая продается отдельно, дай бог памяти, тысяч за 6-7-8 точно. И она на самом деле достаточно годная. Это беспроводная зарядка. Можно вот так вот сделать, положить часы, тогда они будут в режиме зарядки показывать время. Она вся из себя такая, знаете, очень приятная. Здесь вот специальное покрытие, чтобы она не скользила, она тяжелая, чтобы опять же со стола не уехала. Apple сделала ее чуть позже, после того, как часы уже были год на рынке, и вы знаете, не обломались. Действительно хороший аппарат. Но эту штуку надо чем-то заряжать. Именно поэтому в комплекте мы найдем еще, знаете что? Мы найдем блок питания. Вы не поверите, что мы найдем. 2 провода. Первый из которых это Lightning. Где тут у меня? Опа, это не Lightning. Эта зарядочка, еще одна в комплекте, она короткая, метровая. Это очень здорово, потому что длиннющая на 2 метра, но ее нахрен. При этом стальная, в спортивных идет пластиковая, это тоже красиво. И вот здесь вот длиннющий провод для подключения вот этой самой станции. Он как раз 2 метра, и это очень крутые провода. Я их использую с айпэдами, потому что, знаете, лежишь в кровати, чтобы не тянуться вот так вот, не сидеть. Вполне себе 2-метрового хватает. Все, на этом коробочка закончилась. Чувствуете, нам положили просто по Apple'овским меркам кучу годноты. Что с Apple не так? Опять же. Ну что ж, часики за 100 тысяч рублей. Это мне они за 75 заехали. Удивите меня, давайте на вас взглянем. И сразу хочу сказать, та информация, которую озвучил Тим Кук со сцены театра Стива Джобса, меня повергла в шок. Если вы вдруг не в курсе, Apple Watch это самые продаваемые часы в мире. Не умные, а вообще ни Tissot, ни Longines,
еще не знаю, Swatch какой-нибудь, даже близко не стояли. Apple Watch покупают все. И я вам хочу сказать, что упакованы они в лучших традициях швейцарских марок. Все очень дорого, богато, куча всяких пленочек, все здесь запаковано так, чтобы ты вот это все снимая, сразу понимал, что все хорошо. И вот она магия Apple. Я не знаю, как они это сделали, я реально ничего не нажимал, но они сразу включились и сразу хотят настраиваться. Вот это круто. Сейчас с айфонами то же самое, с айпэдами. Ты их достаешь, и они сразу хотят включаться, хотят настраиваться. Макбуки, ты достал первый раз крышку, открыл, ничего еще нажать не успел, ты только вдыхаешь этот аромат нового гаджета, а он уже яблочком зажегся и хочет с тобой дружить. Вот это я хочу вам сказать, то, за что я люблю Apple даже сейчас. Все орут вокруг, что они не инновационные, они все такие, значит, все не так, они делают какую-то фигню. Да, но они делают эту фигню лучше всех в мире. Что тут у нас сзади написано? Итак, это Ceramic Back GPS, Waterproof 50 метров, Sapphire Crystal и 42 миллиметра кейс. И это, в общем-то, часы с точки зрения технологии, никак не отличающиеся от моих этих часов. Они просто беленькие, и за это кто-то готов заплатить кучу бабла. Сразу отвечаю на вопрос, а стоит ли менять свои первые часы, например, на Series 3, недавно анонсированные, если вам LTE нафиг не упал? Конечно же нет. Надо ли менять вторые? Нет. В чем прикол LTE? Я их добуду, мать их так, и вам обязательно расскажу, пока у меня, тоже понимания нет. Я думал, на самом деле, когда были первые сливы, что это будут часы, которые можно использовать в отвязке от Apple экосистемы вообще. То есть вы их купили, у вас Android смартфон какой-нибудь Galaxy и носите, но хрен там плавал, так не получится. Все равно для первичной настройки нужен iPhone. И тогда нафига мне нужен часы, которые могут работать. У меня 2 кейса в году, может быть, 3 случая, когда мне нужно часы с доступом к интернету и без телефона рядом. То есть ради этого покупать новые часы. С другой стороны, понимаете, какая история? Apple не нацелена на тех самых вот этих вот покупателей, которые уже купили часики. Они хотят привлекать новую аудиторию. Если кто-то еще думал, то здесь сделали вот тебе Apple музыка на часах по беспроводной технологии, пожалуйста, слушай, AirPods подключил вообще wireless во все стороны. И вот, наверное, эти люди могут сломаться на Series 3, они такие, первые нет, вторые нет. Сейчас уже вроде дизайн нормальный, симпатичный, и уже здесь они такие, и стоят они относительно недорого, хорошо, Apple, ладно, я куплю. Вот, собственно, на этих людей нацелены эти часы. Для тех, у кого они уже есть, здесь ничего интересного. Вы скажете, если нет ничего интересного, зачем ты их купил? Но на меня равняться не стоит. Я вообще не такой, как все. А теперь я достаю из широких штанин, не бойтесь, iPhone. И мне их нужно настроить. Поэтому сейчас я займусь всякими неинтересными манипуляциями, а потом вернусь к вам с некоторыми эмоциями. Вот это новая какая-то приколюха, я такого раньше не видел. Включил часы, выбрал регион России, язык русский, а дальше у меня на телефоне появилась вот такая вот штучка, где написано «Используйте свой iPhone для настройки этих Apple Watch». И вы знаете, в чем прикол-то? В том, что я не помню, по-моему, с iOS 9 появилась возможность использовать не одни Apple Watch, а 2 штука, 3 штука, сколько хочешь штука, но какие-то ограничения, наверное, конечно же, присутствуют, но тем не менее, и теперь я могу использовать как эти часы, так и эти. Например, эти по выходным, а эти каждый день, эти для спорта, эти для обычной жизни. А могу на каждую руку, на ногу не налезет, и будет крутяк. Но есть и неприятный момент. Как только вы сопрягаете свой iPhone с часами, скорее всего, здесь стоит старая версия WatchOS, они сразу хотят обновляться и ни в какую не захотят сопрягаться, если вы этот апдейт не накатите прямо здесь и сейчас. И люди, которые обладают Apple Watch, поймут мою боль. Происходит это космически долго. Я не знаю. Походу, сервера Apple, которые отдают прошивку на Apple Watch, работают на картохе, потому что это самые медленные 279 мегабайт, которые я видел в своей жизни. И самый прикол, после того, как все это скачается сюда, по протоколу, я не знаю, Bluetooth, все это передается на часы, и это так медленно, так больно. Ты такой уже, господи, сколько! А там еще даже 20% нет. И главное, что не дай бог, кто-то их снимет с зарядочки, все начнется заново.
это ужасно. Пока у нас вся эта история обновляется, давайте поговорим о времени работы. Первые часы реально доживали до вечера и дальше хана. Их нужно было ставить каждую ночь на зарядку. Series 2 мне нравились тем, что в них есть GPS, который можно отключить, но поскольку он там есть, энергопотребление было построено таким образом, чтобы его тоже хватало, где-нибудь на сутки. Соответственно, с отключенным GPS и полностью новым процессором их хватало уже дня на 2-3. И это круто. Я думаю, что Series 3 с отключенным нафиг LTE будет хватать вообще дней на 5. С запасом, главное, что на сутки. Обламывает ли ставить часы каждый вечер заряжаться? Вы знаете, нет. Сейчас огромное количество зарядок, увидели пауэрбанки, и действительно здесь очень маленькая батареечка, ты на 20 минут поставил, наполовину зарядил, точно на день хватит. Вот примерно такая логика. Поэтому часы особо не парят. Ты знаешь, что они на целый день заряжены. Да что ж такое, прям вечность. У меня на канале есть ролик, который называется Apple Watch год спустя, где я делюсь своим опытом эксплуатации. Сейчас могу рассказать 2 года спустя, и на самом деле ничего не изменилось. В принципе, есть App Store, можно ставить приложения и так далее, все это особо не нужно. У каждого будет свой use case. Я, например, использую для напоминаний, для погоды, для Siri, кстати. Звонки можно, знаешь, идешь с пакетами такой вот перекошенный, звонит жена, ты вот так вот носом отвечаешь и говоришь, я сейчас перезвонил, занят. У каждого свои какие-то прикольные истории. И на самом деле Apple Watch — это и модный аксессуар, и часы. Как бы то ни было, это часы, которые показывают время. Чудесная сила монтажа. Как обычно, у вас между предыдущим кадром и этим прошла секунда, а на самом деле 3 дня. Мне даже пришлось постирать эту кофту и надеть ее еще раз, чтобы все выглядело, как будто мы это снимаем за один заход. Я попользовался часами, получается, уже несколько дней, и могу вам сказать, что они никак не отличаются от Series 2 алюминиевых, потому что по железу они ровно такие же. Более того, я ходил и всем в нос тыкал: зацените, у меня Apple Watch Edition, что вы скажете? И все такие, это типа такие же часы, только белые, в чем прикол? И я для себя однозначно понял, что если ты не гик, то Edition версия за 100 тысяч рублей нахрен не нужна. Никто вокруг не поймет, в чем прикол. Все подумают, белые часы, они бывают вообще всех цветов. Никто не оценит твои затраты. И зачем тогда все? Я вам даже больше скажу. Я уверен, что и Series 3 особо никто не оценит, разве что красная кнопочка. Но, как мы с вами выяснили, в России будут продаваться только алюминиевые без LTE, а значит без красной кнопочки. И никакого смысла в них тоже особо нет. В этом плане покупайте те часы, на которые у вас хватит денег. Series 1, Series 2, может быть, где-то найдете. Возможно, алюминиевый Series 3, и будет окей. Потому что это все-таки аксессуар, который помогает и никак не отвлекает на себя особое внимание. И это тот аксессуар, который есть смысл брать, если у вас уже есть iPhone и, в общем, все в жизни нормально, хочется чего-то нового, или вам реально нужны они для каких-то задач. Но тут каждый решает сам. Кто-то спорт, кто-то уведомления и так далее. В любом случае, подводя итоги, скажу, что любые часы, которые есть сейчас на рынке, кроме самых первых, потому что они не двухъядерные и немножко тормозные, берите и радуйтесь. Series 1, Series 2, Series 3. Лучше, конечно, 2 и 3, потому что они еще и пылевлагозащищенные до 50 метров. И вообще красота. Единственное, опять же, стальные, Edition, все это баловство. Алюминиевые, выбор настоящих пацанов. Дешево, сердито, свои задачи выполняют, все остальное от лукавого. Ставьте лайк, если вам еще и понравилось вдруг. Подписывайтесь на канал, здесь много всего интересного, и совсем скоро увидимся. Пока.